Привет, друзья! Это Макс, ваш учитель русского. Лес, мох на деревьях. Причем мох нескольких видов. Зеленый мох и вот этот светлый мох, такой белый, красный папоротник, сосны и все возможные деревья. Мы, друзья, в Галисии, в Испании. И мы не просто путешествуем в этот раз. Мы с семьей сюда приехали, потому что у нас есть цель, о которой я вам и расскажу в этом видео. Да, природа тут, конечно, просто потрясающая. В общем, друзья, расскажу вам вкратце историю, и потом мы с вами поедем дальше. История очень простая. Последние пару лет у нас есть некоторые накопления. В 22 году мы уехали из России, да, и с этого времени мы живем в разных странах. Сейчас мы в Испании, всего 2 месяца мы живем в Испании, но у нас уже появилась идея. Как я уже сказал, у нас есть небольшие накопления. Прям совсем небольшие. Я продал свою машину в России, которая у меня была. Плюс мы копили деньги. И так получилось, что последние 2 года эти накопления, к счастью, эта сумма, да, к счастью, не уменьшается, но и не растет. То есть она находится на каком-то одном таком... как сказать, в общем, она не меняется, не увеличивается, не уменьшается, не растет и не уменьшается. Вот. И у нас возникла с моей женой Юлей идея, а почему бы не вложить эти деньги куда-то? И мы уже долгое время, на самом деле долгое время, уже года 2-3, может быть даже 4 года, мы думаем о том, чтобы купить какую-то землю с каким-то домом. Для того, чтобы можно было жить и не просто жить, но что-то делать с этим домом, с этой землей. О, Господи, это Сабрина. Я испугался. Думал, это какой-то зверь бежит. Да, привет, Сабрина, иди сюда. Давай помашем в камеру. Ой, кто там? Скажи привет. Да. Ну иди побегайте еще с мамой. Так вот, идея была и жить в этом доме, но и делать там что-то в плане, может быть, сделать там гостевой дом или, не знаю, заниматься чем-то. То есть, чтобы это было не просто место, где ты живешь, но и где ты что-то делаешь, да, как-то, не знаю, работаешь. В общем, какая-то такая идея у нас была. Разные были варианты, чем можно заняться. В основном мы думали про какой-то объект размещения. Типа банально сдавать на Airbnb что-то там, маленький домик или часть дома или что-то. Или, не знаю, в общем, варианты всякие есть в голове. Но самое главное — это что-то иметь, что-то купить. И вообще мы много в последние годы путешествовали, ездили по разным странам, жили в разных странах, в разных городах. И хочется чего-то своего. Какой-то свой кусок земли. Квартира просто это скучно. В квартире тебе нечего делать. Когда у тебя есть участок, есть земля, тебе всегда есть что делать. У тебя есть, не знаю, куча вариантов для занятий, и ты можешь придумать что-то интересное. С квартирой все как-то банальнее, в чем-то комфортнее, но скучнее. Поэтому мы решили приехать сюда, в Галисию, потому что за эти 2 дня мы посмотрим 4 варианта домов с участками земли.
У нас очень ограниченный бюджет. Я бы сказал, что у нас крайне мало... Ну, окей, вы знаете, денег всегда мало, денег всегда не хватает. И когда ты хочешь купить машину или какую-то недвижимость, тебе всегда будет не хватать чуть-чуть. Это так работает. Вот. Но у нас крайне маленькая сумма, и мы понимаем, что за такие деньги... ты не купишь что-то прям вау, что-то прям супер классное. Но тем не менее, мы увидели, что существуют варианты, их мало, но они существуют, за эти деньги, чтобы было 10, 15, даже иногда 20 соток земли, и чтобы был какой-то дом, конечно, который нужно будет восстанавливать, безусловно. Это проект под восстановление в любом случае. Вот. И почему мы только приехали в Испанию, почему мы сразу вот сейчас кинулись в другой регион. Мы живем в Астуриас, сейчас приехали в Галисию, 400 километров. Почему мы решили прямо сейчас это сделать? На самом деле мы видим, что цены на недвижимость очень сильно растут в Испании. И еще 2 года назад на нашу сумму денег можно было найти, было больше вариантов. Я смотрел, было прям больше вариантов. Я смотрел, Испанию. Еще тогда она была в списке стран, куда мы планировали поехать пожить. Вот, и 2 года назад ситуация была другая. Сейчас ситуация уже, другая, да. То есть сейчас гораздо меньше вариантов, они там не такие классные, и дальше все, понятно, будет только дорожать. Вот, поэтому наша идея — это сейчас вложиться, если мы найдем что-то подходящее, сейчас вложиться, и потом через полгода, через год потихоньку копить деньги и восстанавливать этот дом, участок, работать, заниматься им. Вот. Но сейчас, то есть купить сейчас в какое-то ближайшее время, не уверен, что мы за эту поездку что-то купим, потому что мы всего здесь на 2 дня, и у нас 4 варианта, они вообще не идеальные. То есть такие, везде есть свои плюсы и минусы, но посмотрим. Мы их вам покажем, естественно. Что еще хотел добавить? Что я еще хотел добавить? Вспомнил. Почему Галисия? Почему мы приехали в Галисию? Почему мы не поехали смотреть дома в Астуриас, в провинции, где мы живем, или в любой другой провинции? На самом деле, для нас было удивлением, что в Испании, по крайней мере, на севере, все немножко по-другому, не так, как мы привыкли в России. Например, в Астуриас очень мало домов с участками, то есть дом и твой участок земли. Обычно, если это дом в поселке или в деревне, то у тебя просто дом и нет никакой земли. А твоя земля, она находится где-то, может быть, 50 метров, 100 метров, 200 метров, километр, на расстоянии. На таком расстоянии твоя земля находится от твоего дома. И там у тебя пастбище для скота или, в Астуриас обычно это пастбище для скота. Там горы, это регион скотоводческий, поэтому там нет такого, что у тебя дом и вокруг у тебя там 15 или 20 соток земли. Такого нету. По крайней мере, я не видел. И точно я ничего не видел за наши деньги. Есть земля сельхозназначения. То есть земля, где ты не можешь ничего построить. Ты можешь там только что-то выращивать. Но нам это не подходит. Мы хотим и дом, и чтобы рядом был какой-то кусок земли. И вот вы не поверите, но из всего севера, даже я практически половину Испании смотрел, верхнюю часть Испании, нет таких вариантов. Только Галисия и только на границе с Португалией. Поэтому мы сюда приехали, арендовали машину, приехали на границу с Португалией. Тут Португалия в 5 километрах от нас, вот буквально здесь граница.
И только здесь мы нашли такие участки. Что ж, поехали смотреть первый участок. Приехали. Приехали смотреть на дом. И на самом деле первый дом — это тот дом, ради которого мы вообще сюда и приехали. Но нет, это не он, друзья. Вот такой, посмотрите, вид потрясающий. Дождь кончился, ура! И вот он. Вот этот дом и участок. Участок здесь 15 соток. Вот так вот там он идет. Сейчас мы по нему пройдемся. Мы пока еще ждем агента, он еще не приехал, поэтому в дом мы зайдем только когда приедет агент по недвижимости. Но давайте посмотрим на участок, посмотрим, что здесь есть. Ну и стоит ли вообще он того, чтобы покупать. Итак, вот здесь у нас вход. Здесь у нас вход. И здесь у нас видно старый, ну как это по-русски мы бы его назвали, ну типа склад, наверное, склад, хранилище, такое немножко в не очень хорошем состоянии, но это ладно, это нюансы. Крыша дома в хорошем состоянии, по крайней мере отсюда кажется, она ровная, с ней все нормально, надо посмотреть, нет ли там протечек, но про дом потом. Смотрите, 15 соток, участок, здесь вообще растет, здесь есть виноградники, ну вот это все, собственно, виноград, это все виноград, вот, и еще здесь есть сад, то есть здесь есть фруктовые деревья. Давайте сначала посмотрим на, это что, это похоже на яблоню или на, может быть, груша какая-то, короче, какое-то фруктовое дерево. Здесь все виноград. Вот это тоже дерево, я не знаю, это какое-то фруктовое или нет. Вот это похоже на сливу. Короче, это вроде какое-то фруктовое дерево. Ну и получается здесь вообще наверху такой вот, такой виноградничек. Довольно миленький. Вот такое приятное пространство. Виноград, виноград, виноград. Это вот внизу сад. Мы сейчас туда пройдем. Вот. Здесь получается уже дорога. Вот по этой дороге мы ехали. Она, я не знаю, ну кажется, что она такая асфальтированная, ну нормальная дорога, проехать можно. И вот туда пошла еще одна дорога, не знаю, она вообще нормальная или нет. Ой, боже мой, это же лимоны. О, а рядом с ним дерево, мы его видели. На нем сейчас бутоны, но там будут такие розы, типа дерево с розами. Ладно, туда вниз сейчас. Ой, а это мандарины. Блин, сад. Обожаю сад. Короче, вот здесь такое небольшое, ну, как бы первая терраса. Участок террасирован. Это первая терраса. Слушайте, ну здесь приятно. Здесь приятно и достаточно много места. Прикольно. Сейчас спустимся на один уровень ниже. Вот. Это где-то примерно вот здесь. Так, здесь вот, я так понимаю, граница участка идет. А я, честно говоря, даже не знаю, это вот где граница. По идее, вот это все еще... Ой, этот участок. Я смотрел кадастровый план. Все смотрел. Участок идет где-то вот до туда, вот до низу. Ну ладно, давайте пройдемся здесь по... ну, рядом с домом. Дом тут есть, видите, второй этаж или атик, я не знаю, как он правильно. Вроде он там сухой, но он там недоделанный. Но крыша точно новая. Это клево. Это клево. Это клево. И вообще вот это, конечно, все пространство тоже... Я туда все равно не смогу залезть. Может быть, у вас получится. Так, давайте попробуем. Сейчас тут камни мокрые. Видно что-нибудь? Надеюсь, что было видно. Мне ничего не видно. Так, ладно, спускаемся дальше. Спускаемся сюда. Здесь дом. Фактически здесь два дома. Вот это вход в основной дом, но он, очевидно, закрыт.
Вот это дом второй. Здесь такой он старенький, летняя кухня. Этот дом, я помню, внутри он в совсем таком печальном состоянии. Я без понятия, что это такое, друзья. Если вы знаете, для чего тут такая вот... Для чего тут такое сделано, не знаю. Что-то хранить. Вот. Розы, смотрите, да, розы, птички в саду. Ой, это сад, друзья, это сад. Спускаемся в сад. Спускаемся в сад. Тут какие-то цветущие растения. О, Господи Иисусе. Мандаринки. Мандаринки. Класс. Мандаринки. И вот здесь... Ой, смотрите, как прикольно выглядит, да, вот такой ракурс. Вот это вот и есть маленький сад. Вот здесь место, чтобы посидеть в тени. Блин, как тут прикольно, слушайте. А это что такое? Какие-то гигантские мандарины. Какие-то они прям большие. Прикольно. Была идея у нас, что обязательно должно быть, должна быть земля, и на земле должно что-то расти. Ну, потому что очень скучно как-то иметь... это что такое? Ого, ничего себе! Вот это да. Очень скучно иметь просто землю, где ничего нету. А здесь уже многое что растет. Вот это вот тоже какое-то явно фруктовое дерево. Короче, нормально тут все, друзья, вообще прям нормально. С фруктовыми деревьями. Ну вот это, я так понимаю, конец участка. Здесь тоже виноград, очевидно. Какая-то труба идет здесь. Не очень понимаю, что за труба. Так, ну что, спустимся еще на один уровень вниз. Я так понимаю, что это все тоже наш участок. И потом он идет еще вот туда. Давайте попробуем. Давайте я попробую прямо здесь спуститься. Ух ты, это что там? Столько яблок! Опа! Смотрите, это я так прыгнул в яблоки. Ну, однозначно, что здесь есть яблоня. Очевидно, вот она. Вот яблоня. Так что яблоки тоже есть. Яблоки. Блин, ребят, класс. Слушайте, мне прям уже нравится. Не знаю. Мы еще приехали в самую плохую погоду, в самый холодный сезон. Но мне прям нравится. Так, и смотрите, наш участок, получается, заканчивается вот здесь. Смотрите, видите, вот этот виноградник идет вот так. Ну и вот так вот где-то, короче, вот здесь. Вот это наш еще виноградник. И все. Наверное, я надеюсь. Но надо еще уточнить. Так, сейчас, выйдем из сада. Здесь вид, конечно, просто потрясающий. Не знаю, вид — это просто бомба какая-то космическая. Каменный дом, вот он первый, да, первый дом. Здесь бочки, потому что здесь есть винный погреб. Винный погреб. Слушайте, а давайте даже в него зайдем. Чего нет-то в целом? Опа, если что-то будет видно. Вот здесь мы с Юлей будем делать вино. Ага, еще там что-то еще есть под замком. Но вообще вот здесь, смотрите, бочки, бутылки для вина. В общем, понятно. Здесь мы будем делать вино. Так, сейчас закрою дверь. Опа! Ну и смотрите, вот здесь все тоже виноград. Виноград. И вот еще, получается, тоже, я так понимаю, тоже наш участок, да? Это тоже часть нашего участка. Ой, это что, груши? Нет! Это что, авокадо? Юля! Ребята, приколитесь, здесь деревья с авокадо. Авокадо. У тебя на участке будут расти авокадо. Да ну, вы чё, ребят, я не понимаю, реально авокадо? Офигеть. Слушайте, ну я пока просто не знаю, я в восторге. Да, немножко как бы
Получается, что вот тут совсем рядом, ну как совсем рядом дом, нормально. Но вот там одни соседи, и вот здесь, получается, вторые соседи. То есть мы, конечно, хотели участок где-то подальше немножко от всех, но уж, знаете, нельзя, чтобы все, короче, все получить нельзя. Все получить нельзя. Так, а здесь мы были, напомните, на этой террасе? По-моему, нет. По-моему, нет, но здесь, собственно, виноград. Здесь вот по периметру растет виноград, и, в общем-то, все. Ну и там внизу, я надеюсь, что там тоже наша территория. Да я уверен, на самом деле, что это тоже наша часть. Вот. Ой, давайте туда пройдем. Здесь, конечно, такая уже немножко лестница развалившаяся. Да, вот это еще виноградник. Ну, в общем, вы понимаете, Макс становится виноделом. Винодел Макс. Да, в общем, вот все виноградник, это все виноградник. А это уже, я так понимаю, не наша территория, но вообще там внизу дорога. Прям такая широкая, нормальная автомобильная дорога. И вроде как здесь можно, ну, спуститься тоже вниз, к той дороге. Но, насколько я понимаю, это уже не наш участок. Этот вот участок уже не наш. Вот. Наш участок заканчивается, скорее всего, здесь. Я не на 100% уверен, но, по-моему, это так. Ну что ж, сейчас агент приедет, не терпится посмотреть дом. Пока, конечно, мне все очень нравится, если честно. Прям даже в такую погоду мрачную, дождливую, все равно все выглядит потрясающе. Ну, посмотрите, красота же. Ну что ж, мы пообщались с агентом, приятный дядька. К сожалению, моя камера была в машине, когда он пришел, и я не смог снимать. Ну и мы разговаривали, было не очень комфортно вот так снимать. Но Юля сделала несколько кадров, несколько фотографий и, может быть, какие-то видео, так что вы все равно увидите примерно, как все выглядело внутри дома. Ну, скажем так, внутри дома, конечно, есть над чем поработать. Мягко говоря, там вот старая часть дома, там прям совсем надо капитально делать. В новой части, тоже нужно делать достаточно большой ремонт. Но в целом мы к этому и были готовы. В этом была идея, что ты за небольшие деньги что-то покупаешь, и со временем ты это ремонтируешь. У меня есть опыт ремонта и квартир, и домов, да, поэтому я думаю, что мы с этим справимся. Кстати, забыл сказать, здесь на участке есть вода, причем агент объяснил нам, что вода, ты за нее платишь чуть ли не 20 евро в год, и все. То есть, типа, вода от общины местной, то есть все вместе как-то здесь скидываются, как-то организуют себе воду, если я правильно его понял. Но я уточнил, типа, ты не платишь каждый месяц ничего за воду? Он сказал, нет. Это, конечно, фантастика. Электричество тоже есть, и есть вроде как септик. Септик где-то он находится, я не знаю, но он есть. И там есть достаточно большой санузел в доме, там ванна стоит, раковина, что еще, туалет, это все есть, это все работает, должно работать. Единственный минус, о котором вот я узнал, плюс, сейчас расскажу о плюсе и о минусе. Минус состоит в том, что вот эта вот земля внизу, вот эти виноградники, которые я вам показывал в самом низу, вот эти вот, к сожалению, они не являются частью территории, которая продается. Это чужие, насколько я понял. Вообще у меня есть сомнения по этому поводу, но, в общем... Вроде как агент объяснил, что они не входят сюда, но, может быть, их можно будет купить потом отдельно.
потому что, ну, хотелось бы иметь чуть побольше земли, если честно, потому что, ну, вот. Да, но зато из плюсов это то, что вот эта верхняя часть, которая находится вот здесь, это все тоже наша территория. И вот этот сарай, там сейчас живут козы, козы какого-то там дядьки, который, ну, просто здесь их пока пасет. Вот. И вот эта вся штука, то есть вот отсюда и вот так вот, это все идет наша территория. А вот это публичная дорога. Вот, то есть классно. Я потому что не знал, эта часть вся наша или нет, а сейчас я понимаю, что она наша. Вот. И это здорово. Это очень здорово. Что ж, друзья, у нас еще сегодня два просмотра сегодня и один завтра. Но завтрашний он такой. Может быть, мы даже сольемся с него. Но сегодня еще два просмотра, надо успеть покушать что-то. Мы не удержались и съели один авокадо, который лежал на земле, и поели мандаринов из этого сада. Ну, мы хотели попробовать, как они на вкус, и на вкус они во. Ну, а сейчас поедем смотреть еще два варианта. С вами я прощаюсь, друзья. Как вам эта территория, как вам этот дом? Да. Стоимость. Стоимость этого 40 тысяч евро. 40 тысяч евро. Но я думаю, что можно поторговаться. За 38 тысяч наверняка нам отдадут. Вообще, это на самом деле больше нашего бюджета. У нас бюджет был 30 тысяч евро. И проблема, где еще взять 8 тысяч. Но я думаю, что можно решить этот вопрос, потому что, мне кажется, если мы будем опять ждать, то, ну, я не думаю, что мы найдем что-то подобное за такую же сумму, потому что, ну, реально все дорожает, и там через полгода, через год, когда мы решим что-то купить и накопим чуть больше денег, то цены тоже поднимутся, поэтому не знаю. Но мы сейчас поедем, посмотрим еще два варианта за 30 тысяч евро. Они, наверное, не такие прикольные, но мы посмотрим. Но это будет уже в следующем видео, друзья. До встречи! Подписывайтесь на мембершип-программу, присоединяйтесь здесь к подписке на YouTube, поддерживайте этот канал, и, кажется, дальше будет еще интереснее. Чао! Короче, ребята, 1,5 часа мы копаемся, шел дождь, мы решили развернуться там. Это была большая ошибка. И теперь мы берем тут черепицу, подкладываем. Сейчас нашли доски, подкладываем доски. Удалось выехать почти до конца. Сейчас будем пробовать уже не снизу, а отсюда. Будем, отъеду назад, подложим доски и попробуем по доскам выехать. Сейчас попробуем. Что там произошло? Вылетело, не смог заехать на доску. Не смог. Не смог заехать на доску? Подожди, давай попробуем. Давай я еще назад сейчас откачусь. Давай попробуем откатиться, но я боюсь, что ты сейчас можешь просто за это забуксовать. Нет. Что? Он едет вместе с колесом. Да? Угу. Блин, вот сволочь, а. Ну, может, если чуть-чуть еще попробуешь. Да, ну, блин, он уезжает все равно. Ну, да? мы подложим. А ты можешь тогда вперед подложить еще эти палки, доски, которые впереди? Нет, доски впереди, Юля, вот там впереди. Их сюда. Горе-водитель.
Оп, тут слетел. Ну подожди, а что я на карась? Ну, в принципе, можно попробовать. Ну давай. Если еще, подожди, надо доски, сейчас еще Давай, сдвинуть. давай, еще ближе двигай. У тебя под колесами еще дощечка. У тебя сейчас не сразу доски, у тебя вот этот квадрат, который был зеленый. Ну я понял, а там... Ладно, разберемся. Ура! Ребята. Нету ума. Как нет ума, ум как Ладно, раз нам есть. нужно ехать быстрее на следующие 2 просмотра. Давай Ой. быстро убираем. Короче, нам надо положить доски на месте, надо убрать все, представить, что, что так все и было. И все, ребята, до следующего видео. Чао.